Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание Медовому Спасу, который мы все с вами будем отмечать 14 августа. Поговорим о традициях, о народных приметах, что категорически запрещено делать в этот день, а также с вами проведем практику на привлечение денег и также сделаем заговор на защиту своего здоровья. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео, в комментариях под этим видео активируйте магические следующие слова. Я мыслю масштабно, и я готова принять от жизни еще больше денег, еще больше изобилия и достатка. Истина так и есть. И обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, эта информация будут полезны и важны. Итак, друзья, Медовый Спас. Медовый Спас – это православный праздник, в котором почитают Спасителя Иисуса Христа. И в этот день принято собирать мед, мак, а после освящать это все в церкви. История Медового Спаса тесно связана с водой, подготовкой к зиме и сбором меда. Конечно же, еще существуют два спаса – яблочный и ореховый. Но считалось, что в день празднования 14 августа начинают сбор урожая мака и заготавливают мед. Медовый Спас длится сутки и славится своими разнообразными традициями и обрядами. В этот праздник 14 августа все православные верующие чтят память трех святынь – животворящего креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери. Во многих храмах выносят крест. Верующие кланяются и просят Господа, Бога, уберечь их от простуд и всевозможных заболеваний. Медовый Спас или лакомка, также еще его называют Первый Спас, это народное название православного праздника в первый день Успенского поста, 14 августа, в честь происхождения изнесения древ креста Господня. После этого праздника, как правило, наши предки начинали есть мед, который именно 14 августа освящали в церкви. Кроме того, было принято угощать этим лакомством нищих. Тот, кто в Медовый Спас обойдет бедняка, не дав ему меда, мог накликать на себя беду. Помощь в такой приятный день получали и вдовы. Каждый, кто сделает что-то полезное для вдовы, будет потом счастлив и может ждать полного благополучия в своей семейной жизни. А вот грустить в день Медового Спаса категорически запрещено. Как, впрочем, и ссориться с кем бы то ни было и произносить плохие разные слова. Также этот день еще и называли мокрым Спасом, Спасом на воде. Повсеместно шли крестные ходы на воду, а после водосвятия купались сами. И последний раз в этом году купают весь домашний скот. Еще одно название Спаса – Маковей, потому что именно сегодня, 14 августа, начинали собирать мак. Есть даже одна народная примета: тем, кто опасается ведьм, нужно в этот день собрать немного семян дикого мага и обсыпать ими дом. Ни одна ведьма в дом не проникнет. А вот у православных с 14 августа начинается Успенский пост. Успенский пост – это самый короткий из всех постов. Он длится всего 2 недели, и начинается он, Успенский пост, именно Медовым Спасом. Центр его – Преображение Господня, а заканчивается праздником Успения Божьей Матери. На период поста по понедельникам, средам и пятницам предписано сухоедение, а вторник и четверг – горячая пища без масла. В субботу и воскресенье разрешается пища с растительным маслом. А вот в день Преображения Господня, 19 августа, разрешается рыба. Рыбный день в Успение, но это в том случае, если он приходится на среду или пятницу. По поверьям, в день Медового Спаса принято печь пироги и пряники из меда.
Сначала мак, травы, мед и воду освящают в церкви для того, чтобы очиститься. Дети ходили на пасеку, где их угощали медом. В то время женщины ходили в церковь на исповедь. Там они просили милостыню и прощения у Господа за греховные дела. Считалось, что 14 августа им все простят. Также в Медовый Спас принято бережно относиться к воде. В этот день чистили колодца, убирали мусор с берегов акватории. После этих хлопот люди шли на ярмарки и массовые гуляния на площади. В день Спаса молодые девушки гадали на суженого, а взрослые женщины готовили вкусные угощения, а также изготавливали обереги и венки. В этот день в церквях святят обязательно водичку, летние травы, цветы и мак. На Спас Маковей люди приходили в церковь с букетами цветов, которые называют маковейчики или маковейки, обязательно со спелыми головками мака. Освященными маковейчиками дома украшали образы и хранили до весны, используя по мере надобности в виде оберегов и снадобья. Весной мак сеяли в огороде, а цветы на Благовещение девушки вплетали в волосы. Также священным маком защищались от ведьм, а также осыпали дом и скот от сглаза. И эта традиция сохранилась и до наших дней. Например, перед тем, как войти в новый дом или посетить недобрых людей или внести новорожденного в дом, рекомендуется посыпать маком именно у порога и по углам жилья. Также считалось, что 14 августа нужно собирать малину так, как к этому празднику в ней есть все полезные свойства. Если озимый урожай к этому времени поспел, то он будет богатый. В Медовый Спас принято было собирать мак с полей. И по приметам он защищает дом от злых духов. Ливни в Медовый Спас сулили засушливую осень и весну. В этот день было принято умываться холодной водой, чтобы избавиться от болезней. Также скот кормили самым качественным зерном для того, чтобы прибавить им здоровье. Ну, а что же категорически нельзя и можно делать в Медовый Спас 14 августа? Одним из главных дел, которое запрещено делать 14 августа, это является уборка. Ведь работать в доме в такой религиозный праздник считается большим грехом. Все свои начатые домашние дела лучше завершить до Маковея. Также сегодня, 14 августа, запрещено пить алкогольные напитки, употреблять в пищу молочные продукты, яйца и рыбу. В этот день нельзя желать зла другому человеку, драться и скандалить. В Медовый Спас разрешено кушать блюда из меда, орехов, яблок и корицы. Из этих начинок готовили пироги, которыми украшали праздничный стол для всей семьи. И как мы уже говорили, именно 14 августа вы можете провести ритуалы, обряды на деньги и богатство. Итак, вам нужно взять воды 14 августа и добавить немного мака в эту водичку, перемешать и сказать следующие слова. Как маковинки не могу посчитать, так и денег счета мне не знать. В воде их перемешала, богатство в бюджет прибавляла. Воду маковую попью, роскошь, деньги и богатство к себе притяну. Как сказала, так и стало, да будет так. Обращаем ваше внимание, что перед тем, как пить, надо трижды перекрестить водичку, затем трижды рот, а после того, как стакан будет пуст, и его осенить тройным крестом. Также вы можете провести практику с медом от простуды. Для этого 14 августа налейте в емкость свежего меда и скажите следующие слова. Пчелы летали, у природы силы брали. В дом свой приносили, в мед его вложили. Медка мною немного взято, будет болезнь из тела изъята.
уйдет прочь она за болото, за леса, исчезнет навсегда, да будет так. Этот мед нужно добавлять в молоко во время простуды и обязательно храните в потайном месте.